Знакомьтесь, это кошечка Мила. Хотите связать такую игрушку? Давайте я вам ее немножко покажу. Вот такая красивая кошечка связалась в нашем клубе уютных игрушек. И это первый мастер-класс из этой серии. Я приглашаю вас связать вместе со мной вот такую милую кошечку. Давайте я вам немножко ее ближе покажу. Вот такая она. Ушки у нее, глазки, ручки и ножки двигаются. Она на шарнирном креплении. Так, ну и какой же размер нашей кошечки-милашки? Давайте посмотрим. Так. И у нас получается с вами 29 сантиметров. 29 сантиметров. Вот такая милая кошечка получится из ниточки Yarn Art Mink. И мы давайте приступим с вами и свяжем такую красоту. Итак, для вязания кошечки Милы вам понадобится, если вы решили ее вязать из ниточки мех Yarn Art Mink. У меня это цвет 337 основной и более темный 332. У меня ушло на эту кошечку 2 моточка, ну то есть 100 грамм. Единственный момент, что у меня оставался остаточек, половинка от темного вот этого цвета. И целый моточек был светлого цвета. И так как в общей сложности понадобится ровно 2 моточка, то мне пришлось докупить. То есть, если вы решите сделать, может быть, больше одинакового цвета пополам, то вам хватит как раз 2 моточка. Они по 50 грамм. 50 грамм одного и 50 грамм второго. Здесь производитель предлагает крючок 6,5. Но это очень большой крючок. Поэтому я вяжу крючком 2,5. И вам предлагаю 2,5, максимум 3 вязать. Тогда плотность вязания будет хорошая. Игрушка не будет перекоса никакого не будет. Вот такой вариант. Но вязать я буду на камеру не из этой ниточки, потому что видно будет плохо. Я возьму другую. И возьму я тоже ниточку пушистенькую. Вот смотрите, обратите внимание, у нее есть такой ворс, да? Потому ее можно будет тоже начесать. Эта ниточка полусинтетическая, то есть здесь натуральный, может быть чуть-чуть махерчика. А вот вторая ниточка, она полностью синтетическая, но у нее тоже есть, видите, такой пушок, и она тоже будет прекрасно начесываться. То есть вторую милашку я буду вязать из этих ниточек. Это у меня будет основной, а это будет дополнительный цвет. Отставляем. Крючок я тоже буду использовать 2,5, точно такой же. Также нам с вами понадобится такая пуходерочка, чтобы, если будете вязать мехом, однозначно надо будет поднять мех. И тоже, чтобы сделать пушистенькую кошечку из подобного материала, мы будем ее начесывать. Вот такая у меня пуходерка. Можете любую взять, какая у вас есть, или купить. У меня самая-самая дешевая, но, кстати, очень хорошая. Дальше. Нам нужно будет с вами штифты. Можете купить готовые. Например, вот такие, да, есть в продаже. Я сделаю сама, и для этого мне понадобятся пуговицы, так как нужно будет сделать 5 креплений, ручки, ножки, шея. Мне нужно будет 10
пуговиц и необходима проволока, любая проволока. Как сделать эти штифты самим, я вам покажу. Это несложно и очень легко. Также нам с вами понадобится маркер, я буду использовать ниточку. Нам понадобится, чтобы делать утяжки, вот такие с головками шпилечки. Мы будем делать утяжку мордочки. И нам понадобится иголка. Или вот такая длинная, если у вас есть такая возможность. Ну или можно чуть-чуть поменьше, но все равно, чтобы можно было делать между глаз утяжками и между щечками. Она должна быть относительно длинная. Ну все, давайте начнем. И начнем мы с вами вязание с головы. И еще один момент забыла вам сказать. Вам нужны будут глазки 12 миллиметров стеклянные. Я буду приклеивать их. Нужны будут реснички. У меня пластмассовые. Можно взять накладные, можно взять, продаются рулоном. И носик. Тоже можно купить готовым. Я делала из полимерной глины. Если вам интересно тоже сделать самим носик, я покажу мастер-класс, как сделать носик не только этой кошечке Миле, но и другим игрушкам. Это очень выгодно и приятно. Ну а сейчас мы начнем вязать с вами мордашку нашей милашки. Сразу хочу сказать, что вязать я буду крестиком, захватывая нить сверху крючком. Начну я вязание меха. Просто покажу вам некоторые моменты. Начинаем наше вязание, так как очень сложно сделать кольцо амигуруми, поэтому мы вяжем с вами 2 столбика, 2 воздушные петли, и в первую петлю мы вяжем 6 столбиков без накида. Четвертая, пятая и вот шестая. Так, теперь смотрите, нам надо будет сделать с вами 6 прибавок. Ну вот первый ряд мы будем с вами как бы вязать на ощупь. Поэтому давайте возьмем сразу маркер, поставим. Сложно будет только первые ряды, потом вы приловчитесь. Мы делаем с вами 6 прибавок. Вот так смотрите, пока мех мы отодвигаем, и нам будет более видно, куда. Оп, видите, нашли и делаем первую прибавку. Дальше тоже на ощупь находим вторую прибавку. Уже легче. Третью прибавку. Четвертая. На 2 петли осталось. Вот. Пятая прибавка. И здесь вот шестая прибавка. У нас это с вами лицо, а весь мех на изнанке, поэтому нам понадобится с вами пуходерка. Переносим маркер. Еще один вам покажу лишь. Просто вот этот момент. Смотрите, тут уже будет вам легче. Вы вот так отодвигаете мех, да, и уже вяжете на полуслепую. А третий и четвертый ряд вообще будет легче. Столбик без накида, а следующая прибавка.
Так, раз, раздвинули, столбик без накида, следующая петля, прибавка. Пальчиками так раз, раздвинули, и нам видно вот это, видите, косичка, нам петли в принципе видно. Если вы так потрогаете, и их и слышно на ощупь. Еще раз повторяю, если вы первый раз вяжете этой ниточкой, вы не переживайте, вам сложно будет только первые там 3-4 ряда. Потом вы сами принцип поймете, и дальше будет легко. Почему я взяла другую ниточку? Потому что вам все равно процесс вязания не видно. Я буду вязать из вот таких ниточек, где будет хорошо видно схема вязания. Ну и в принципе у нас получится 2 игрушки. Можно будет посмотреть, какие получаются игрушки из разных ниточек. Все это я откладываю. Такую я уже связала игрушку. Давайте продолжим вязание. И 4-й ряд, схема вязания у нас такая. 1 столбик без накида. Затем мы вяжем во 2-ю петлю прибавка. И дальше у нас раппорт. 2 столбика без накида, прибавка. Так повторяем 5 раз. И в конце у нас останется с вами 1 петля, в которой мы провяжем столбик. И так получается, что в 4-м ряду у нас должно выйти 24 столбика без накида. В принципе, все вязание у нас будет с вами состоять из столбиков без накида, поэтому просто буду говорить столбики, хорошо? Заканчиваем 4-й ряд. После прибавочки 5-й у нас должна остаться 1 петля, в которой мы и провязали столбик. 5-й ряд мы с вами вяжем 3 столбика плюс прибавка. И так повторим с вами 6 раз. Схема простая, легкая. Давайте я сделаю это в ускоренном режиме. В 5-м ряду у нас с вами должно получиться 30 столбиков. Мы с вами вяжем голову кошечки с макушечки, и поэтому сейчас у нас идут такие прибавочные ряды. Так, подходит к концу наш 5-й ряд. Закончили. Маркер так перенесу. 6-й ряд мы с вами вяжем 2 столбика без накида. 1-й, 2-й. Дальше у нас с вами идет 1 прибавка. И потом мы с вами вяжем раппорт 4 столбика без накида, прибавка. Так повторим 5 раз. Мы с вами как бы немножко разбили один раппорт, чтобы не видно было, чтобы вязание было более ровным, и не видно было постоянные прибавки, знаете, чтобы как бы на сегменты не разделялось наше вязание. В конце 6-го ряда у вас останется 2 петли, в которые мы провяжем 2 столбика без накида. И в 6-м ряду у нас с вами должно получиться 36 столбиков. Вязание легкое, простое. Единственная сложность это только в выборе ниточки. Если вы вяжете мехом, то немножко будет сложновато, но и то, как я уже говорила, только на первых этапах. Закончили 6-й ряд. 7-й ряд еще 1 раз мы будем делать прибавку. Вяжем 5 столбиков без накида, прибавка. И так повторяем 6 раз. И в 7-м ряду у нас должно получиться с вами 42 столбика без накида. Так. И так вяжем до конца ряда. Немножко включу ускоренный режим. Схема простая, понятная. Нет никаких трудностей. А вы напишите мне в комментариях, пожалуйста,
А какую вы будете вязать кошечку? Какого цвета она у вас? Из какой пряжи? Мне будет очень интересно узнать, какая у вас будет милашка, какая свяжется. Так, ну и мы с вами закончили 7-й ряд. Переносим маркер. Вот так я его положу, потому что, смотрите, дальше с 8 по 14 ряд мы будем с вами 7 рядов подряд провязывать 42 столбика. Давайте я сделаю это за кадром. Вы нажмете на паузу, провяжете эти 7 рядов, и мы с вами уже увидимся на 15. Итак, я уже связала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Готово. И 15 ряд. У нас такая схема. Мы вяжем 21 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, еще немножко, 18, 19, 20 и 21 столбик без накида. Дальше мы вяжем с вами 3 столбика без накида в одну петлю. Вот сюда первый столбик, второй и третий. Здесь у нас с вами будет носик. И потом будем дальше прибавлять щечки. И дальше мы вяжем 20 столбиков без накида. Второй, до конца ряда третий. И так никакие просто дальше прибавки, убавки мы не делаем. Вяжем столбик в столбик. И в 15 ряду у нас с вами должно получиться 44 столбика без накида. Провязываем так. Нигде не пропускаем, не добавляем лишние столбики. Хотя, если вы это сделаете, когда вяжете мехом, этого видно не будет. Так, закончили. Маркер я переставлю, потому что сейчас у нас тоже будут с вами делаться расширения. Щечки будем формировать. Итак, 16 ряд. Мы вяжем 19 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Дальше, смотрите, мы с вами вяжем прибавка, столбик без накида. И так повторяем 3 раза. Прибавка, столбик без накида. Еще один раз прибавка, столбик без накида. И следующее мы делаем с вами прибавку. И все. И теперь до конца ряда мы вяжем с вами 18 столбиков без накида. И в 16 ряду у нас с вами должно получиться 48 столбиков. Видите, мы как бы с вами расширили немножко там, где будут у нас формироваться щечки. Наша милашка будет с щечками, если так можно сказать. Заканчиваем 16 ряд.
Последние столбики мы с вами провязали. И давайте продолжим. 17 ряд у нас будет прибавочный. Мы вяжем раппорт из 7 столбиков без накида и одну прибавку. Итак, повторяем с вами 6 раз. И в 17 ряду у нас должно получиться 54 столбика без накида. Давайте я это сделаю в ускоренном режиме. А вы можете просто нажать на паузу и связать это, так сказать, за кадром. Вот здесь, когда вяжете носик, аккуратненько, не пропустите. Там мы делали прибавки, и надо внимательно вязать, чтобы не пропустить петелечки. Просто особое внимание обратите, когда подойдете к носику. Это единственная трудность в этом ряду. Так, у меня уже конец 17 ряда. Чудесно. 18 ряд у нас с вами будет прибавочный. Мы вяжем 4 столбика без накида. Второй, третий, четвертый. Дальше у нас идет одна прибавка. И дальше мы вяжем раппорт из 8 столбиков без накида и прибавки. Так повторяем еще 5 раз. 8 столбиков, прибавка. В конце у нас с вами останется 4 столбика без накида. Таким образом, в 18 ряду у нас с вами должно получиться 60 столбиков. Единственный момент, вот тут не запутаться, просчитать вот эти 8 столбиков прибавка, 8 столбиков прибавка, и так повторить 5 раз. Расширяется полностью голова кошечки. Но это последний будет ряд, где мы делали с вами прибавки. Дальше мы будем убавлять уже. В принципе, это самая большая ширина головы будет у кошечки. Потом мы сделаем утяжечки, и она получится очень красивая. Такое творчество приносит удовольствие. Особенно, когда видишь уже конечный результат. Заканчиваем 18 ряд. Последние 4 столбика после прибавки. Готово. Тут можно положить маркер, но мне будет видно, в принципе, вот так сделаю. Смотрите, 2 ряда мы с вами вяжем по 60 столбиков, 19 и 20 без изменений, вяжем каждую петлю по столбику, вяжем по кругу, 19-20 ряд. Давайте я сделаю это за кадром, и мы с вами уже увидимся на 21 ряду. Итак, я провязала 2 ряда. 21 ряд мы вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. Затем мы делаем с вами одну убавку. И так мы повторим еще 11 раз. Мы с вами убираем 12 петель в ряду. И поэтому в 21 ряду у нас должно с вами остаться 48 столбиков. Давайте провяжем этот раппорт из 3 столбиков без накида и одной убавки.
И встретимся уже с вами на 22 ряду. 22 ряд. Вяжем 6 столбиков без накида и одной делаем убавку. Так повторим 6 раз. И в 22 ряду у нас с вами должно получиться 42 столбика. Делаем убавочки. Осталось у нас совсем немножко. Связать еще 3 ряда и будем делать утяжку мордочки. Это тоже интересный момент в создании этой игрушки. Может быть, немножко трудоемкий, но зато игрушка потом, получается, приобретает мимику мордочки, мимику лица, если можно так сказать. Ну, осталось чуть-чуть нам еще довязать. 22 ряд, а в конце 42 столбика без накида. Мне осталось провязать совсем немножко. Готово. Маркер я перенесу. 23 ряд тоже будет убавочный. Похожая схема. Мы вяжем 5 столбиков без накида и одну убавку. Так повторяем 6 раз. В 23 ряду у нас с вами должно остаться 36 столбиков без накида. И давайте сделаю это за кадром. Провязала. 24 ряд вяжем 2 столбика. Первый, второй. Дальше делаем одну убавку. И у нас будет раппорт из 4 столбиков без накида. И одной убавки. И так мы повторим еще 4 раза. В конце ряда у нас с вами останется 2 петли, из которых мы провяжем 2 столбика без накида. И в 24 ряду у нас с вами останется 30 столбиков. Как видите, я провяжу это очень-очень быстро, чтобы не занимать ваше время. Схема написана, вяжите по схеме. Так, закончила. Маркер перенесу, чтобы было удобнее и не потеряла никакие петельки. 25 ряд. Мы вяжем 3 столбика без накида и делаем одну убавку. Так повторим 6 раз. В 25 ряду должно остаться 24 столбика. Три столбика убавка и повторим 6 раз. Заканчиваем наш 25 ряд. Замечательно. Давайте посмотрим, что у нас получается. Вот смотрите, уже что-то похожее на мордашку котика, кошечки. Давайте свяжем еще один 26 ряд. Так, подождите меня, я поставлю маркер. 26 ряд вяжем 2 столбика. Первый, второй. Делаем одну убавку. И так повторяем еще 5 раз. В 26 ряду у нас с вами останется 18 столбиков без накида. Давайте сделаю это за кадром. Ну все, смотрите, маленькое отверстие осталось. Нам надо наполнить его холофайбером. Мы с вами, смотрите, набили саму голову
нашей кошечки посмотрели, везде равномерно. Что нам теперь нужно? Теперь нам нужно взять пуходерочку и начесать голову, вычесать пух. Я вяжу сейчас вот с такой ниточки, и все равно я буду ее начесывать. А вы, если вяжете кошечку из ниточки Yarn Art Mink, то вам тоже нужно ее начесать точно таким же способом. До того, как мы с вами сделаем утяжки, мы с вами, как бы вычесываем этот пух. Потому что, когда вы вяжете, вы видите, что само вязание не такое красивое, как после, когда мы его пуходерочкой вот так расчешем. Как мы это будем делать? Давайте я вам покажу на другой игрушке, на начальной. Просто направление. Смотрите, сначала мы вычесываем в одну сторону, как бы справа налево, и полностью так проходим. Начесываем. Вот видите, уже видно пушок. Прошлись так, потом мы разворачиваем с вами и делаем то же самое, но уже как бы в другую сторону. И видите, у нас получается больше пуха. Точно так мы делаем и с ниточкой Mink, Yarn Art Mink. Точно так же. Потом, когда сделали это в двух направлениях, уже когда будем полностью формировать голову кошечки, тогда давайте я вам уже потом покажу, в какую сторону расчесать надо будет пушок на кошечке. И давайте я ее вот так начешу свою за кадром, и вы пока это сделаете за кадром. Хорошо? Я пошла работать. На этом первая часть мастер-класса закончена. В следующей части мы с вами сделаем утяжку мордочки, вставим глазки, реснички, оформим мордашку. Если вам понравился этот мастер-класс, напишите мне в комментариях, поставьте лайк, мне будет приятно.